Трамп лишает страну оружия, решение, которое ставит под вопрос всю безопасность в регионе. Сколько заработал Путин на чужой войне и куда он призвал потратить заработанное? Послушайте, решение интересное. Катастрофы не избежать. Повторный удар может вызвать взрывную волну масштабов континента. Счетчик уже запущен. Можно ли все изменить? Громкий политический скандал. Трампа пытались лишить власти, и при чем тут Украина? Об этих и других самых главных событиях утро пятницы, 27 марта. Только самое интересное и самое важное в эфире «Нехта». Я Алексей Бурлаков. Спасибо, что вы с нами. Громкий разворот в украинском вопросе. Оружие для Киева могут развернуть в другую сторону, на Ближний Восток. В Пентагоне, по данным СМИ, обсуждают вариант перенаправления части вооружений, которые шли Киеву, прежде всего ракеты для противовоздушной обороны. Причина проста и тревожна. Война против Ирана слишком быстро выжигает американские запасы. И если это решение все же примут, Украина может остаться без части критически важных перехватчиков. Именно тогда, когда российские удары не становятся слабее. Особенно болезненно это звучит из-за Patriot. Это один из немногих инструментов, который реально спасает украинские города от тяжелых атак. В НАТО пока уверяют, что поставки продолжаются, но в Европе уже нервничают. США слишком быстро расходуют боеприпасы и могут начать закрывать сначала собственные дыры. То есть Ближний Восток рискует оттянуть у Украины не только внимание Вашингтона, но и ракеты, без которых небо становится гораздо опаснее. В Москве уже не скрывают удовольствия, то есть там ситуацию уже подают как сигнал. Давление на Киев растет, а американская линия все больше начинает совпадать с тем, чего Москва добивается с самого начала. После слов Владимира Зеленского о том, что США увязывают гарантии безопасности для Украины с отказом от Донбасса, мы говорили с вами об этом в предыдущем выпуске, в Кремле откровенно заулыбались. Он сказал, что он наконец-то понял, что Соединенные Штаты дадут гарантии безопасности Украине только если Украина полностью уйдет из Донбасса. И вот это понимание, которое он озвучил вчера, это, в общем, не может не радовать, потому что он наконец понял, что позиция Соединенных Штатов в том, что они поддержат гарантии безопасности только если Украина уходит из Донбасса. Для Украины Донбасс – это не просто территория, а ключ к обороне на Востоке. Для России – главный трофей и символ навязанного мира на ее условиях. В Европе тоже предостерегают от подобных компромиссов. Евросоюз уже прямо говорит, Украину подталкивают в опасную ловушку. Кая Каллас заявила, что давление на Киев с требованием отдать территорию – это неправильный подход и фактически игра по российскому сценарию. По ее словам, Москва требует то, что ей никогда не принадлежало. И именно в эту ловушку Запад сейчас не должен заходить. Мы уже в течение года видим, чего Россия действительно пытается добиться. Получить те территории, которые она не смогла завоевать военным путем за 12 лет. Получить их за столом переговоров. Это явно неправильный подход. Это обычный российский сценарий переговоров, когда они требуют то, что никогда им не принадлежало. И именно поэтому мы также предупреждаем, что это ловушка, в которую нам не следует попадать. Сигнал из Брюсселя звучит жестко и почти без дипломатической ваты. Любые переговоры, где Украина должна платить землей за мир, в ЕС воспринимают как опасный прецедент. И чем сильнее Вашингтон давит на быстрое завершение войны, тем громче в Европе страх, что такой быстрый мир может оказаться просто победой кремлевского шантажа под новым названием. Катастрофа неминуема. Дыра в укрытии Чернобыльской атомной электростанции – это уже не просто повреждение, а тревога для всей Европы. После удара по новому безопасному конфайнменту, это сооружение над поврежденным энергоблоком, Арка потеряла часть своих ключевых защитных функций. Она уже не работает так, как была задумана, чтобы изолировать опасные материалы и удерживать нужные условия внутри. Украинские специалисты провели первичный аварийный ремонт, но это только временная мера. По данным Европейского банка реконструкции и развития, дальше нужен промежуточный этап за 5-10 миллионов евро, а полное восстановление может стоить уже сотни миллионов. Financial Times пишет о сумме порядка 500 миллионов евро. Самое страшное в этой истории – риск нового удара. По словам украинских специалистов, даже близкий прилет ракеты или дрона рядом с аркой может вызвать такой сейсмический толчок, что конструкция начнет рушиться. А если укрытие окончательно потеряет устойчивость, под угрозой окажется не только сама
площадка ЧАЭС, но и вся система ядерной безопасности вокруг нее. Именно поэтому вопрос ремонта уже давно вышел за рамки одной страны. Это проблема не только Украины, а всего континента. Громкий политический скандал, который хоть и похож на выдумку, может полностью изменить мировую историю. В правых американских медиа разгоняют утверждение, будто бы разведка США перехватила переговоры украинских чиновников о схеме вывода сотен миллионов долларов американской помощи в пользу кампании Джо Байдена и Демократической партии. Пишут и о том, что команда Тулси Габбард теперь якобы требует поднять документы USAID и понять, был ли этот план вообще реализован. Но на данный момент это выглядит именно как громкое обвинение из партийно окрашенного источника, а не как подтвержденное дело с официальными выводами следствия. Крупные информагентства такого подтверждения пока не публиковали. Хотя Трамп и его команда вполне могут это использовать. Если перевести это на простой язык, то тут суть броса такая. Украинскую помощь пытаются связать не просто с коррупцией, а сразу со вмешательством в американские выборы. И это бьет сразу по двум целям. По Байдену задним числом и по Украине прямо сейчас, в момент, когда ее будущее снова обсуждают в Вашингтоне. Ну и Трамп, который хотел показать, что у него украли победу на выборах, легко сможет опереться на это. То есть даже без доказанного финала сама такая история уже работает как политическое оружие против демократов, против Киева и в пользу тех, кто хочет представить всю украинскую помощь как большую грязную схему. Трамп все же летит в Пекин. Белый дом хочет поскорее закрыть иранский кризис и вернуться к большой игре с Китаем. В Белом доме подтвердили, 14-15 мая президент проведет государственный визит в Китай и встретится с Си Цзиньпином. Поездку изначально хотели провести раньше, но ее сдвинули из-за войны с Ираном. Позже Си должен нанести ответный визит в Вашингтон. Как я уже говорила, мы всегда исходили из срока примерно от 4 до 6 недель, так что вы сами можете это посчитать. Но мы, конечно, очень ждем этой поездки. Я знаю, что президент с нетерпением ждет визита в Китай 14 и 15 мая. За этой датой не просто дипломатический протокол, а большой геополитический расчет. Вашингтон пытается удержать сразу два фронта, не увязнуть окончательно на Ближнем Востоке и при этом не потерять темп в отношениях с Пекином. На повестке, как ожидается, будут торговля, Тайвань и общий баланс сил между США и Китаем. То есть майская встреча может стать не просто саммитом, а попыткой перезапустить главный канал переговоров между двумя сверхдержавами в момент, когда мир все сильнее трясет. Нефтяные деньги снова текут в Кремль, и Путин уже боится, что их слишком быстро проедят. На фоне скачка цен из-за войны на Ближнем Востоке Россия получила неожиданную финансовую передышку. Но сам Путин публично предупредил, нельзя просто спустить эти сверхдоходы на дивиденды, раздачи и новые бюджетные траты. Рынки лихорадит, ситуация нестабильна, и потому, по его словам, и бизнес, и государство должны действовать осторожно. Сейчас, когда растут котировки нашего традиционного экспорта, но и рынки лихорадят, может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, получить конъюнктурные доходы и, что называется, их проесть, пустить на дивиденды, либо, что касается уже государства, раздуть бюджетные расходы, бюджетные траты. Точно, главное не ошалеть от прибыли и не раздать пенсионерам слишком много. А еще войну ведь вести нужно. Еще недавно в России обсуждали урезание части доходов из-за дыр в бюджете, а теперь война вокруг Ирана временно подбросила Москве цену на нефть и дала глоток воздуха. Путин зарабатывает почти 800 миллионов долларов в день. Конечно, это не про его личный кошелек, а про деньги, которые каждый день капают в российский бюджет. Нужно только сильнее себя в этом убедить. Из-за войны в Иране нефть резко подорожала, и Россия снова оказалась в числе главных выгодополучателей. Чем выше паника на рынке, тем жирнее российская касса. Чужая война на Ближнем Востоке помогает Москве финансировать свою. Рост цен на Уралс, новые логистические окна и высокий спрос со стороны стран, которые не спешат душить российский экспорт, дают Кремлю дополнительные миллионы ежедневно.
Но, судя по всему, не только от нефти у России большие доходы во время войны в Иране. По данным Financial Times, Москва с начала марта поставляет Ирану беспилотники, а вместе с ними и медикаменты и продовольствие. Эти поставки, как утверждают источники издания в западных спецслужбах, начали обсуждать вскоре после старта операции США и Израиля против Ирана. Кремль все отрицает и называет такие публикации вбросами, но сама картина выглядит предельно показательно. Бывший поставщик шахедов для России теперь получает ответную поддержку. То есть война буквально закольцевалась. Иран сначала снабжал Россию дронами для ударов по Украине, а теперь Россия подбрасывает дроны Ирану для войны против США и Израиля. Очень много лживых вбросов в средствах массовой информации, и даже самые уважаемые издания не гнушаются тем, чтобы публиковать эти вбросы. Не обращайте на них внимания. Если это подтвердится, окончательно получится очень жесткий символический военный обмен. Союз двух режимов уже работает не в одну сторону, а по полному кругу. Петербург уже 4-й день живет как будто в цифровой осаде. Мобильный интернет в городе и области фактически выключен. Люди массово жалуются, что не открываются приложения, банки, сайты, и даже обычная связь работает с перебоями. Формально власти говорят только о снижении скорости на фоне атак беспилотников, но по факту для многих сеть просто исчезла и не возвращается даже после отмены воздушной опасности. Это уже не временный сбой, а паралич повседневной жизни. Без связи, без платежей, без нормальной работы. Самое показательное, это уже подается как новая норма. Пока над Ленобластью сбивают дроны и под ударами остается нефтяная инфраструктура, жителей фактически приучают жить по старинке, с наличными, без мобильного интернета и с ощущением, что цифровой комфорт можно отключить в любой момент. Ну а мы предлагаем вам решение, как оставаться на связи стабильно и безопасно. Мы разработали собственный VPN. А в прошлом выпуске, готов ли Зеленский пойти на жесткий ультиматум? Режим потерял главный рычаг для шантажа. Ликвидирован командующий флотом. Россия закрывается. Путин вводит новые запреты. Удар по цепочке производства российской нефти и масштабный переворот в религиозном мире. Посмотрите, если еще не видели, а мы с вами встретимся уже вечером.